Илья, расскажи нам про сегодняшнюю ночь. Сегодня было холодно. Скорее всего, 0 градусов, может быть, -1 или -5, потому что в стакане воды у нас замерзла вода. Но это Монголия, здесь самый суровый континентальный климат. Днем было жарко, сильный ветер. Ночью стало холодно. Но, к счастью, ветер стих, так что сегодня, может быть, мы запустим ход. Ветер сильный был очень. Да. В Монголии в мае всегда сильные ветра. Если бы сейчас был такой же ветер, мы бы не смогли нормально собрать палатку. А вот сейчас совершенный штиль. Так что нам повезло. Но на самом деле сегодня ветра нет, потому что вчера я пошел к ручью на оба, кинул монетку, спросил местных духов, чтобы они сегодня отключили ветер. Вот молодец какой. Пещеру с пирамидками мы нашли недалеко от места нашей ночевки. В скалах пустыни Гоби находится много пещер, в одной из которых мы нашли пирамидки, сделанные из глины. С обратной стороны этой пирамидки вставлен свиток с молитвой. По версии ученых, такие пирамидки символизируют мировую гору Меру. Их изготавливали монахи перед началом ретрита – уединения. Форма пирамидки напоминает ступу и имеет такое же значение. Внутрь могли закладывать свиток со священным текстом. В глину часто помещали прах или кости умерших святых, для того, чтобы помочь им возродиться снова на земле. Пирамидки оставляли в уединенных местах, часто в пещерах. Также это делали во времена гонений на буддизм. Мы приняли решение оставить все артефакты на месте и из этических соображений не афишировать место расположения этой пещеры. Пустыня – прекрасное место, чтобы полюбоваться миражами. Изображение искажается, когда более прохладный воздух сталкивается с нагретой поверхностью. Если у вас есть с собой длиннофокусный объектив, то можно снять такие вот эпичные кадры. Несмотря на то, что пустыня кажется безжизненной, в ней можно встретить пастуха в сопровождении целого стада. Монгольские овцы отличаются выносливостью и приспособленностью к климатическим условиям Центральной Азии. Они легко проходят большие расстояния. В пустыню потихоньку приходит весна, появляются первые цветы. Одинокое на многие километры вокруг стоит священное дерево. Оно украшено лентами. Можно видеть купюры, которые путешественники засовывают в складки коры в качестве подношения. Мы сделали привал неподалеку. Где-то в этих местах по преданию водится Алгой-Хархой,
безголовый червь, убивающий на расстоянии при помощи яда или электричества. Таинственное существо пыталась поймать в 20-х годах 20 века еще американская экспедиция, но безуспешно. Очевидцы утверждают, что оно выглядит как колбаса около 2 футов длины, без головы и ног, настолько ядовитое, что одно лишь прикосновение к нему означает немедленную смерть. Скорее всего, прообразом чудища был безобидный восточный удавчик, длина которого достигает 1 метра и который водится в этих местах. Наша главная цель сегодня – добраться до урочища Херменцав. Это нелегкая задача. Мы в пустыне Гоби, а это одна из величайших пустынь мира – 1,5 миллиона квадратных километров, размером с Аляску. Здесь самый резко континентальный климат на планете – от плюс 40 градусов летом до минус 40 зимой. Дорога в Херменцав не считается, и проехать можно только по навигатору. Так как существует вероятность застрять или сломаться в этих безлюдных местах, ехать лучше на нескольких машинах, как мы и поступили. Сменяя друг друга, мы ехали километр за километром на приличной дистанции, чтобы не попадать в пыльный след. По-монгольски Гоби означает «безводное место», поэтому необходим большой запас воды и, конечно, горючего. Заправок тут нет, а расход топлива очень большой. Приходится часто объезжать глубокие сайры. Дороги нет вовсе. В лучшем случае это гребенка. Встречаются места с пылевидным грунтом, где автомобиль проседает и отказывается ехать. Острые, как ножи, ветви саксаула без проблем вспарывают колеса машины. В общем, трудностей достаточно. Кто знает, почему водитель оставил свой грузовичок посреди песков и каким образом добирался к людям. Приходится штурмом брать песчаные горы. Не всегда это получается с первой попытки. С высоты птичьего полета открывается бесконечная пустыня. По пути есть небольшой оазис, больше похожий на болотце. Вода в нем солоноватая. Неподалеку стоянка местного пастуха. Юрта, рядом обязательная спутниковая антенна. Загон для скота. И загон поменьше, прикрытый от солнца и ветра кустами саксаула. Хозяин стойбища пришел посмотреть на проезжающих. Здесь это событие.
Временами налетала пыльная буря, и уже стали попадаться красные скалы. Мы останавливались, чтобы делать снимки. Перед въездом в само ущелье дополнительно спустили колеса, чтобы наверняка не зарыться в песок. Нам удалось засветло поставить лагерь и даже немного полетать в закатных лучах. Этот день мы решили целиком провести в каньоне, немного отдохнуть от изматывающей езды по бескрайнему бездорожью. Погода с утра была прекрасная, ветер умеренный, и мы воспользовались удачным затишьем, чтобы полетать на коптере. Слово «Херменцав» имеет несколько значений. Перевести название можно как «ущелье отшельника» или «обрывистые стены». Огромный каньон тянется на расстояние около 20 километров. Его сравнивают с Большим каньоном на реке Колорадо. Известность этому месту принесли живописные скалы и утесы самого каньона. Такие образования называются бэдлендовые останцы. Ветер и твердые песчинки уносят мягкую породу и формируют причудливые монументы. Например, один из таких природных монументов получил название «Сфинкс». Это крупнейшее местонахождение ископаемых млекопитающих и динозавров. В 1963-71 годах здесь работала монголо-польская палеонтологическая экспедиция. По ее данным, в этой местности обитало большое стадо протоцератопсов, растительноядных динозавров периода позднего мела. В 2003 году в урочище работала российская экспедиция палеонтологического института РАН, обнаружившая здесь большое разнообразие рогатых динозавров. Вся устьевая часть Херменцава, по данным исследователей, была заполнена остатками динозавров. Мы, к сожалению, никаких останков не нашли. Наверное, сказалось отсутствие палеонтологического опыта. Не могла же одна экспедиция вывести все находки из такого огромного ущелья. Между тем на песке мы видели большое разнообразие следов современной живности. А в кустах мне удалось встретиться с таким современным и вполне живым ящером. Сердце каньона – зеленый оазис, место, где разбивают лагерь все путешественники.
и где остановились мы. Где-то с обеда началась сильная песчаная буря, и нам ничего не оставалось, кроме как отсиживаться в укрытии. Я накануне простудился и весь день удачно провалялся с температурой, наблюдая, как сквозь ткань палатки просачиваются микроскопические песчинки и засыпают все тонким слоем. В последний раз оглядываем живописный пейзаж и движемся дальше. Это начало Намегетинской впадины, дно древнего водного бассейна, волны которого плескались в этих местах 65-70 миллионов лет назад. В результате размыва и уветривания в течение долгого времени ископаемые останки древней фауны оказались на поверхности. Здесь в 1946 году были обнаружены захоронения динозавров мезозойского периода. Российским палеонтологам удалось откопать скелет утконосого динозавра высотой 5 метров. Он выставлен в Российском палеонтологическом музее. Исследовательский азарт все еще нас не оставил, поэтому какое-то время мы бродили в поисках великих открытий. Но опять безрезультатно. Нашли источник и, конечно, набрали воды. А так здесь пытаются высаживать деревья. К вечеру мы добрались до долины, покрытой косыми скалами. Илья решил войти в контакт с местными духами. Мы остановились в замечательном месте, каньоне с гротами, пещерами, но солнце уже садится, и они находятся в тени. Нам очень нужна завтра хорошая погода, поэтому я соорудил такой небольшой обошел его 3 раза по часовой стрелке и принес жертвоприношение местным духам, 100 тугриков, и попросил их обеспечить завтра хорошую погоду и заодно, чтобы сегодня ночью не было холодно и наш оператор дико не замерз. Я показал, что сотни тугриков, принесенных местным духом, мало. Нужно принести еще другую жертву – водку. По монгольской традиции нужно 1 каплю небу и 4 капли на 4 стороны, по капле на каждую сторону. Так что я надеюсь, духом этого хватит. Мы еще раз у них попросим хорошую погоду. Пускай они будут довольны, и все будет хорошо. Ночью, пользуясь тем, что ветер утих, мы устроили съемку ночного неба.